Неподражаемая Людмила Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове. Родители будущей звезды советского кинематографа были творческими натурами, а именно музыкантами Харьковской филармонии. Детство Людмилы прошло в тяжелые годы войны. Тогда девочка танцевала и пела немецкие оперетты перед фашистами, пытаясь заработать себе и маме на еду. Трудные времена отступили. Юная Гурченко, едва закончив 10 классов, решила переехать в Москву и поступить в ВГИК. Первые проекты начинающей актрисы: «Дорога правды», «Карнавальная ночь». Именно он подарил молодой девушке славу и любовь советского зрителя. «Девушка с гитарой». Этот опыт, напротив, стал неудачным для Гурченко. Гурченко с удовольствием проявляла свои вокальные навыки на сцене, поэтому музыкальные картины с участием предмета обожания миллионов советских мужчин выходили один за одним. Вот лишь некоторые фильмы: «Табачный капитан», «Соломенная шляпка», «Волшебный фонарь». Популярная лента «Вокзал для двоих» принесла Гурченко звание народной артистки СССР в 1982 году. В 2011 году звезды советского кинематографа не стало. При жизни очаровательная Людмила охотно делилась секретами своей красоты. Главным образом это самодисциплина, правильное питание, чувство стиля, регулярные уколы красоты, любовь к себе и окружающим. Жгучая брюнетка Лариса Гузеева входит в список самых красивых женщин советского кинематографа. Будущая звезда родилась в селе Буртинское Оренбургской области. Девочку воспитывала мать, учительница истории. Грезя мечтой о театре, юная Лариса, едва окончив школу, поступает в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Шикарные внешние данные позволили девушке подрабатывать во время учебы моделью. Свою первую и самую яркую роль в кино Лариса получила в 1984 году. Это была картина Эльдара Рязанова «Жестокий романс». После, став популярной и узнаваемой на просторах СССР, она снялась более чем в 60 проектах. За выдающиеся заслуги в сфере кино Гузеева получила статус народной артистки РФ, и это произошло в 1994 году. С 2008 года харизматичная и талантливая брюнетка вела развлекательную передачу «Давай поженимся». За эту работу она стала номинантом престижной премии ТЭФИ как лучший ведущий ток-шоу. Лариса призывает всех женщин следить за собой, усердно трудиться и ценить то, что они имеют. В качестве составляющих своей красоты она выделяет профессиональный макияж лица, регулярное посещение сауны и активный образ жизни. Актриса признается, что носит макияж на ежедневной основе и регулярно посещает салоны красоты. Легенда советского кино, очаровательная блондинка с милыми чертами лица, Любовь Орлова, появилась на свет 29 января 1902 года. Она запомнилась зрителю не только как талантливая актриса, но и пианистка, певица и танцовщица. Девочка родилась в семье дворянского происхождения. Благородные корни отразились на ее манерах и точеной внешности. Внимательные родители, разглядев талант своего чада, в 7-летнем возрасте отдали любовь в музыкальную школу. В 1922 году будущая артистка получила профильное образование в Московской консерватории, но из-за болезни ей пришлось поменять специальность. В 1925 году Орлова окончила Московский театральный техникум имени Луначарского. Юной артистке кардебалета и хора поначалу доставались лишь эпизодические роли. Веселая, оптимистичная и энергичная актриса в 1940 году сыграла в фильме «Светлый путь». Повествование о стахановском движении получило высокое признание у советского народа. Далее Любовь трудилась в киностудии «Мосфильм», поддерживая выступлениями моральный дух солдат в период войны.
С 1955 года она служила в театре имени Моссовета. Последняя роль легендарной блондинки состоялась в картине «Скворец и Лира» 1974 года. Годом позже актриса скончалась от тяжелого онкологического заболевания. Зрителям Любовь Орлова запомнилась вечно молодой. Платиновые локоны, ангельские черты лица, стройная фигура и завораживающий голос будоражили сердца поклонников. Поговаривают, что для сохранения молодости после 60 Любовь обращалась к легендарному советскому хирургу Александру Шмелеву. Нонна Терентьева родилась 15 февраля 1942 года в Баку в семье военного и актрисы. Неудивительно, что талантливая девочка решила пойти по стопам матери и окончила театральное училище имени Бориса Щукина в 1966 году, после чего стала служить в Московском драматическом театре имени Станиславского, параллельно снималась в кино. Дебютная работа в городе С. Представляя проект на Каннском фестивале, юная блондинка своим очарованием поразила всех присутствующих. Неудивительно, что после этого начинающей звезде буквально посыпались предложения съемок, но, увы, большинство из них были отвергнуты советской властью. Пожалуй, самую значимую роль Нонна сыграла в фильме «Крах инженера Гарина», закрепив за собой амплуа роковой красотки. В 1996 году легендарная актриса скоропостижно скончалась от онкологии. Нестандартная выразительная внешность, на удивление, помешала нашей соотечественнице играть в советском кино. Однако она стала секс-символом далеко за пределами Родины. Мужчины, едва увидев фото роковой блондинки, теряли голову и с легкостью предлагали ей руку и сердце. За привлекательную внешность и платиновые волосы, собранные в стильную прическу, ее часто называли отечественной Мерлин Монро. Очередная красавица из нашего списка – знаменитая советская актриса Анастасия Вертинская, народная артистка РСФСР. Родилась 14 декабря 1944 года в семье актера и художницы. Детским мечтам стать балериной не суждено было сбыться из-за крупной конституции. Однако, волею судеб, очаровательная Анастасия в свои 16 лет в 1960 году смогла пройти пробы и заполучить роль Ассоль в картине «Алые паруса». Фильм посмотрели 23 миллиона зрителей. Годом позже талантливая брюнетка сыграла одну из главных ролей в киноленте «Человек-амфибия». Этот проект посмотрело уже 65 миллионов человек. Оглушительный успех буквально свалился на голову молодой девушки. Лишь в 1963 году Анастасия, пойдя по стопам сестры Марианны, поступила в высшее театральное училище имени Щукина и получила профильное образование. Роль Офелии в художественном повествовании «Гамлет» принесла ей международное признание. После многочисленных съемок в фильмах и театральных постановках актриса решила сменить сферу деятельности и с 2010 года занялась ресторанным бизнесом. Поклонники ценят в Анастасии самобытность, загадочность, талант и изысканное чувство стиля. Как признается легенда советского кино, ее красота идет изнутри. При этом сохранить привлекательную внешность Вертинской помогают правильное питание, регулярный массаж, полноценный сон, умывание минеральной водой, утренняя маска из толстого слоя крема.